Всем привет! Сегодня у нас 4 марта 2025 года. Получается, сегодня ровно 3 года, как Ирландия начала официально принимать украинских беженцев и выдавать им temporary protection, то есть временную защиту. Давайте сегодня разберем, как же принимает Ирландия сейчас, то есть 4 марта 2025 года, что изменилось и что в будущем будет изменяться. То есть пока мы давайте поговорим про главные вопросы. Это продление АРП, как принимает новичков и что, можно ли выезжать за пределы Ирландии, если вам еще не прислали новый желтый лист и новую АРП-карту. Самое актуальное это можно ли выезжать за пределы Ирландии и что будет, когда вы будете возвращаться. Да? То есть по факту сегодняшнего дня тем, кому не пришли новые АРП-карты, то все старые уже с завтрашнего дня будут недействительные, потому что у всех была карта до 4 марта 2025 года. Счастливчики, в том числе я и моя жена, я считаю, да, мы счастливчики, мы получили обновленные АРП-карты. Жена желтый лист получила, у нее полный комплект, а я вот желтый лист так и не получил. На следующей неделе буду писать уже в техподдержку и будем смотреть, что они будут отвечать. Также мой сын тоже не получил обновленный желтый лист. И многих волнует, потому что скоро как бы, да, весна, лето, и многие захотят выехать за границу, либо в Украину в гости, либо просто там куда-то отдохнуть. И главная дилемма, что будет, если ты выйдешь. Понятно, что выехать выпускает всех с ковровой дорожкой. Пожалуйста, улетайте, уезжайте без проблем. Но въехать у многие задаются вопросом, будет ли проблемы или нет. Потому что по факту, если вы предъявите свой желтый лист, да, он будет уже не продленный, потому что новая система, да, онлайн-регистрации. И все, поверьте, миграционные офицеры об этом уже будут знать. Плюс, если они попросят вашу АРП-карту, вы ее предоставите, и она тоже будет просрочена. Понятное дело, что с биометрическим украинским паспортом у вас проблем нет. То есть, сейчас Ирландия не пускает, если у вас биометрический паспорт просроченный, либо с другими какими-либо документами, сюда вас не впустят. Только с действующим загранпаспортом, а также биометрическим. Что вы можете показать? Как сказали и ответили в департаменте, что если у вас есть вот этот, да, ответ имейла от миграционной службы о том, что ваша заявка принята, то есть вот здесь будет скриншот, да, как выглядит этот номер вашей заявки, если он принят, то официально все ваши документы, пока вместе ваше пребывание в Ирландии, оно легально. То есть по факту, если вам не пришел отказ на имейл, да, то даже если вы выедете за границу со своим старым желтым листом и АРП-картой, то когда вы вернетесь, к вам не будет никаких претензий. Не должно быть, если вам не пришел имейл, либо отказ о том, что вам временную защиту не продлевает. Так что в этом плане не нужно бояться. Я думаю, что проблем не должно быть, если вы предоставите вот этот вот имейл, который вам прислали на почту с номером вашей заявки, если ее одобрили. Если вам даже и этого не прислали, вот тогда, возможно какие-то проблемы. Но я вам скажу честно, мы уезжали за пределы Ирландии, да, за вот эти вот 3 года, да, а мы приехали в Ирландию 16 марта 2022 года. То есть, по факту, у нас вот в марте, да, будет тоже 3 года, как мы находимся в Ирландии. Мы выезжали 3 раза на отдых, 2 раза на Гран-Канарию, 1 раз в Египет и еще 1 раз мы выезжали в Польшу, когда делали сыну паспорт. То есть 4 раза мы выезжали за пределы Ирландии, то есть мы летали, все было сделано воздушным путем, да, на самолетом, и за все это время у нас ни разу не проверяли наши желтые листы. То есть просто вот так визуально показали, паспорта посмотрели, соответствует фамилию, там сдалека что-то посмотрел, один только вот так вот их посмотрел, достал и посмотрел их количество, что их 3, потому что у нас все в одном файлике. Все, больше никаких манипуляций не было. Напишите в комментариях, если у вас были проверки при въезде в Ирландию, проверяли ли вас досконально ваши желтые листы, АРП-карты, вообще ваши документы тщательно. У нас, честно, не проверяли. То есть у нас больше проверяли в Польше, либо когда мы ездили в Испанию,
Ирландию, в Египте все там рассматривали, особенно когда мы уезжали, и просили даже ARP-карту показать. Я вообще был в недоумении, почему, зачем вам нужно, мы улетаем с вашего Египта, зачем вам карта, для чего она нужна, то есть, да, то есть в странах, когда мы именно летим в Ирландию, улетаем, да, то больше вопросов у той страны, в которой мы сейчас находились, чем когда мы прилетаем в Ирландию. В Ирландии как-то все легко и просто. Следующий момент, что же новичку будет, который приехал сегодня, 4 марта 2025 года, либо уже 5, да, марта завтра и так далее. То есть пока ничего не изменилось. В City West сказали, что как было, так и есть. Пока это лагерь, это распределение, государственное, да, распределение на 90 дней. В течение этих 90 дней вы обязаны либо найти жилье по ARP-программе, либо снимать его самим. Также по ARP-программе пока неизвестно, будет ли продление или нет. Как они утверждали, я записывал ролик о том, что продлить должны были до конца февраля. Но, как вы видите, уже 4 марта, а пока новостей нету. Как я думаю, там все-таки большие по ходу дискуссии идут по поводу этой программы. И плюс, возможно, они сразу будут выкатывать какие-то, да, в начале изменения, и потом сразу какой-то план о том, что будет дальше с этой программой, чтобы люди уже заранее знали и подготавливали себя к этому. То есть, я думаю, там сейчас просто делается колоссальный какой-то план, и либо по интеграции, либо по тому, как, что делать дальше с украинцами, потому что по факту уже с сегодняшнего дня остался год, ровно год официального, да, легального пребывания по Temporary Protection. Про эту программу временной защиты, я думаю, уже не продлят, потому что это финальный, да, аккорд. Остальное продление, если возможно, то нужно, чтобы голосовали все в Евросоюзе, все страны, нужно, чтобы они проголосовали за. В Евросоюзе, вы знаете, общего знаменателя сейчас они не могут достичь, так что я сомневаюсь, что если будет голосование, то все страны примут такое решение. Так что нужно все-таки опираться, да, и готовиться к худшему. Это лично мое мнение, и нужно какую-то денежку где-то подсохранить, да, собирать, чтобы, если что, как-то здесь потом двигаться без какой-либо помощи. В принципе, моя семья, мы двигаемся и так без помощи, мы с первых дней снимаем сами жилье, так что нам эти программы как бы, да, ну, не имеет никакого значения, примут либо отменят. Это людям, которые от них зависят, которые живут, которые, да, ну, пенсионеры, инвалиды там и так далее, студенты, этим людям, да, им тяжело будет самим, если эту программу отменят. Так что пока, получается, на март 2025 года, на 4 марта принимает Ирландия, выдает временную защиту, но обратно же не забываем, что у вас должны быть доказательства того, что вы находились на территории Украины до полномасштабного вторжения, то есть до 24 февраля 2022 года. Главное, конечно, как и осталось доказательство, это банковские выписки. Если вы не пользовались, да, если вы старый человек, не пользовались онлайн-банкингом, то всегда можете прийти в отделение Приватбанка и так далее, в любое отделение и попросить бумажную выписку. Они могут вам распечатку сделать, что, например, если вы там получаете пенсию, да, либо там регресс, я не знаю, и так далее. То есть, ну, какие-то манипуляции вы должны были делать, не знаю, хотя бы счет пополняли, да, через кассу, возможно, с помощью карты, да, либо, ну, с помощью своего аккаунта. То есть должен быть какой-то электронный след. Если его нету, конечно же, финансовый, да, след, то я записал ролик про то, что Державна прикордонная служба может выдать вам справку. Вот здесь будет вверху подсказочка, вы можете перейти на это видео. И эта справка говорит о том, что этот человек, например, не выезжал за пределы Украины с такого-то по такое-то. То есть, если вы не выезжали, то это будет видеть Державна прикордонная служба Украины, она будет это видеть, и вы с помощью этой справки сможете все-таки доказать, что вы не выезжали, хотя у вас нет никакого, да, финансового, вот этого вот электронного следа. Такое бывает, поверьте, такие люди еще есть. Неважно, что мы живем там в 21 веке, это ни о чем не говорит. Много людей, которые живут, да, по олдскулу, по старым таким, да, заповедям и получают пенсию
пенсию на почте, приносят, все покупают за наличку, то есть нигде никак не коммуницируют с вот этими вот, да, новыми онлайн-банкингами и всей вот этой вот онлайн-суетой. Вот так вот на март Ирландия принимает, украинцев пускает, все хорошо, серьезных изменений, что до Нового года, до 25-го, что после, пока нету. Ждем изменения по ARP, я думаю, в ближайшее время его выкатят, и мы все узнаем, что же будет с этой программой. Всем добра, позитива, хорошего настроения и, главное, мирного неба. Живите, а не проживайте. Всегда держу в курсе, всегда на связи.